Друзья, сегодня поговорим на такие темы. ВНЖ в Испании и продление резиденции. Как правильно сдавать квартиру в Испании. Как избежать мошенников в Испании. Всем привет, меня зовут Алекс, вы на канале «Кому что в Испании». На этом канале вы задаете ваши вопросы в комментариях, касающиеся Испании. Я нахожу лучшего специалиста, который может отвечать на эти вопросы. Я хочу сказать, что если у вас есть вопросы к специалистам, я буду искать и ищу специалистов, которые отвечают на ваши вопросы. Если это просто такие жизненные вопросы, и вы хотите услышать лично от меня ответы, я буду делать стримы, и под видео вы увидите ссылку на канал, где я буду делать просто в прямом эфире. Вы будете задавать вопросы, и я в прямом эфире уже без специалистов, чтобы он не ждал, и я сам что-то, свое мнение вам отвечу, то, что я думаю, то, что я видел и так далее. Это будет ссылка под видео. Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат из города Аликанте Марьяно Виноградов. Марьяно, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо за вечер сегодняшний. Вот такие вот вопросы сегодня задали. Юрий Мелкин задает вопрос к Марьяну. Допустим, человек имеет квартиру в Испании и ВНЖ на год без права на работу. Далее на 2. И потом опять на 2, потом на 5. И все это без права на работу. Это он спрашивает. И все это без права на работу. И второй вопрос. Человек имеет ВНЖ и не хочет становиться налоговым резидентом. То есть живет в Испании меньше 180 дней в году. На очередном продлении резиденции на 5 лет ему отказывают с мотивацией, что вы должны были отсутствовать за все эти 5 лет не более 10 месяцев суммарно. То есть не более 2 месяцев в году. Это законно или можно через вас и апелляцию получить ВНЖ на 5 лет? И были ли у вас подобные случаи? И насколько дело будет выигрышным? Вот такой вот длинный вопрос. Были такие случаи и отказали. Так написано закон. Написано закон, это законно. Значит, ты хочешь получить ПМЖ 5-летную, один день, ты должен каждый год сейчас жить минимум около 10,5 месяцев каждый год за 5 лет. Иначе ты после 5 лет не получишь ПМЖ в Испании. Так законы и так делают в иммиграционную службу. Некоторые мои клиенты отказали. Можешь потом продлить по обыкновенной ВНЖ, но не получишь ПМЖ. А какая разница? ВНЖ это меньше, это 2 года, за 2 года. То есть продлят, но, например, на год или на 2, не на 5? Да, если ты не был тут эти 10 месяцев, ты можешь продолжать навсегда, на 2 года, 2 года, и не получить ПМЖ, потому что для ПМЖ необходимо жить тут 10 но все равно, но вот эту карточку резидента ты не потеряешь, тебе все-таки ее продлят, получается. Если ты жил тут полгода плюс 1 день, продлят, да. Полгода и 1 день. Да, 2 года еще. А первая часть вопроса, он спрашивает, вот если продлевает, он без права на работу 1 год, потом на 2 года, вот это, и все время это без права на работу. Чем отличается ВНЖ 2-летний или ПМЖ 5-летний? ВНЖ 2-летний ты должен показать гораздо больше средств. Ты должен показать экономических средств в рамках 2200 евро доход в месяц. А если ты получишь ПМЖ, это уже не нужно, это очень мало, это 5 или 4 раза меньше. Ты не должен показать такие большие доходы. Поэтому люди хотят получить ПМЖ, потому что освободишь доказать такие большие доходы. Понятно. А вот если человек, значит, с 1 года на 2 года, и если он предоставляет контракт на работу, ему тогда с правом на работу это уже другое, да? Да, это другое. Но вот он спрашивает, я так понял, что он, если все время подавать 2 года и 2 года, если вы не предоставляете контракт на работу, вам все время будет идти по этой линии лукратива, да? Без права на работу нужно показывать свои доходы. Да, можно ВНЖ иметь с права на работу. Тогда ничего не нужно показывать, естественно. Ты должен жить в Испании, работать в Испании минимум 10 месяцев. Да, и предоставить контракт, что ты работаешь. Если ты не работаешь, так называется но лукратива, тогда ты должен показать большие средства, доходы около 30, почти до 26 тысяч евро в год. Друзья, всем привет! Сегодня сделаем обзор продажи вот этой квартиры. Эта квартира находится в Бенидорме,
Ринкон де Лойш. Такой, в общем, район очень туристический. Квартира, короче, давайте с самого приятного начнем. Самое приятное и самое красивое здесь терраса. Да, ну, потому что, ну, понятно, да, вот приезжаете на Коста-Бланка, на побережье, хотите, чтобы было видно побережье, море и так далее. Это огромный плюс. Вот видите, какие красивые здесь обрамления. Вид на Плая Леванте, пляж Леванте в Бенидорме. С одной стороны гора, с другой стороны пляж. Этаж 16. Шикарно. Я сразу про плюсы все. Значит, плюсы вот это вот вид. Что тут доступно? Ну, по-моему, здесь все доступно. Рядом здесь всякие коммерческие центры, банки и бары, которых просто не счесть. Эта квартира раньше сдавалась, мне так объяснили, она сдавалась, поэтому здесь такая дешевенькая мебель, все это, конечно, надо заменить, покрасить тут. Ну, самое главное, здесь вот стеклянные окна, которые вообще-то дорогие, да, если бы вы ставили сами, это не нужно будет. Кондиционер есть, понятно. Зал вот такой небольшой, да, метров здесь 60 и 3 спальни. Еще из плюсов то, что здесь можно вот эту планировку изменить. Вот это все можно изменить. То есть здесь можно, вот их 3 спальни, как обычно, я всегда говорю, нафига нам 3 спальни в 60 метрах? Да? Сами понимаете, спокойно можно оставить одну спальню и остальное все объединить и кухню. Вот за этой стеной вот кухня, пойдемте посмотрим. Это вот здесь вот кухня, вот зачем такая вот кухня, такая вся закрытая, как какая-то тюремная камера. Если, конечно, вы, Женя, так относитесь, вот ее загнать сюда и закрыть за решеткой, чтобы готовь и мой. Если нет, открываем все это, меняем все это, убираем все это, и вместо этой, ну это я так предполагаю, может быть, у вас как-то другие фантазии, и поставить барную стойку. Все, вот это все убрать вообще, и барную стойку. И отлично, здесь вот готовят, ну вот это, наверное, надо лучше оставить, потому что здесь все-таки как бы вход как-то, ну, прихожая как-то отделить кухню от прихожей. Так, вот это с кухней, да? Потом вот здесь напротив спальня. Вот это одна спальня начинается, которую тоже можно либо в кабинет сделать, потому что вот это из минусов, в чем мне не нравится, здесь такого полноценного окна нету. Полноценного, есть вот окошечко такое, да, вот это, оно выходит на лестничную площадку. Вот это все можно ломать тоже, похоже. Ну и все, здесь, конечно, дешевая мебель и дверь дешевая. Лифт, кстати, прям шикарный, мне очень понравился. Такой. Так, значит, здесь проходим, здесь вот это что такое? Это тоже шкафчики. Здесь вот еще одна спальня, вторая. Опять же, да, как вот у той спальни выходит на лестничную площадку, и получится она темноватая. В общем, так, ну зато тихая. Но хотя, с другой стороны, там тоже тихо. Спальня, ванная. Ну, как бы ванная, это не ванная, а душевая, да? И туалет. Очень маленький. И вот большая спальня, ну как относительно большая спальня. Тоже нужен здесь ремонт, я вижу, конечно, все это такое дешевенькое, ну, на сдачу было. Да? И окна нормальные, то есть они, видите, не разъезжены такие, не такие, а вот которые так закрываются, это вот подорожье, которые более эффективные. И как раз тоже из спальни вид на Бенидорм. Ну, такая она средненькая, да. И самое главное, что все это рассказываю, потому что есть какие-то плюсы, есть минусы, но самый, на мой взгляд, главный плюс – это цена. Цена 89 тысяч. Для этого места, на мой взгляд, совсем неплохо, потому что до пляжа дойти… Вот да, кстати, еще есть минус один. Это
этот дом, как бы он, видите, он плюс то, что отсюда большой сразу вид, потому что это на возвышенности находится, и вид на море, видно Бенидорм, но с другой стороны сюда обязательно на машине, потому что вот там какая-нибудь тетя с сумками, с авоськами уже очень тяжело будет сюда дотащить, нужно будет вот обязательно на машине. Вот. Из плюсов, кстати говоря, парковка. Потому что это урбанизация, это несколько домов, комплекс домов. И так как это близко с пляжем Бенидорма, летом здесь в обычные года здесь все забито, здесь невозможно припарковать машину, у вас всегда свое парковочное место есть. Ну, не личное, не такое, не приватное, но номер ваш, а просто вы имеете право, она закрывается, поэтому здесь подразумевается, что здесь таких чужих нет людей. 16 этаж. Вот так вот. Следующий вопрос. Алекс Овсиенко. Здравствуйте. Вопрос по бизнесу. Если квартира с лицензией на сдачу в Бенидорме разделить на две, квартиру разделить на две, как по закону можно сдавать эти две квартиры, имея одну лицензию? Спасибо. Ну, получается, вот у него одна квартира, и на нее есть лицензия, но он хочет как бы два входа с нее сделать, наверное, и сдавать как две квартиры. Ну, по одной лицензии. Как две, окей, да, ну там я не имею в виду, он будет регистрироваться эту квартиру как две квартиры в реестре недвижимости? Нет, вряд ли. Нет, скорее всего, он просто разделит, просто чтобы пускать разных вот этих квартиросъемщиков. Просто они будут разные входы. Одна лицензия годится, одна лицензия, в принципе. Одна годится, да. Потому что, ну, кому ее предоставлять? Он же не обязан говорить, что вот эта квартира, она два входа и на две семьи, это уже детали, это никому не должен отчитываться. Да, ну и зависит от лицензии, там будет у него лицензия для туалет, и две кухни, это зависит, как он будет регистрировать все это. Ну, вот в одной квартире у него может же быть две кухни, два туалета, может в одной квартире. Да, он в принципе может. Два входа может быть, два входа может быть. Вот и все. И только одна лицензия туристическая. И по одной лицензии сдаете, и все. Лицензия есть. Кто у вас ее спросит? Значит, Airbnb спросит, покажете эту лицензию. По этому адресу находится, поэтому. Вот и все. Правильно? Да. Наталья Александровна. Так получилось, что в руках постороннего человека оказалась копия моего паспорта и копия документа о покупке квартиры. Вопрос, сможет ли он мне навредить каким-то образом? Например, взять суду на мое имя без меня или что-то другое. Живу в Испании. Спасибо за ответ. Нет, если человек не имеет доверенность, он не сможет ничего делать. Нет, не сможет. Потому что, она может быть спокойна. В Испании очень внимательно нотариус и реестр следят за ваше имущество, и если нет, очень сильно там доверенность, где он получил от вас полномочия продать на ваше имя такое имущество или такой дом или квартиру. Но вот она переживает, она говорит, в суду взять на ее имя вообще невозможно, по-моему, ну вообще, суду, кредит там, как? Ну вот она если переживает, нет доверенности. Нет доверенности, она переживает, что есть фотокопия ее паспорта и на покупку квартиры. Но нет, в Испании очень сильно сохраняет права человека, и это невозможно. Совершенно невозможно. Так что не переживайте, все нормально. Главное, чтобы... Они удостоверяют 2-3 раза, кто вы, фотографии. Да. Есть 2-3 контроля. В нотариус, в реестр, кредит, банк рассматривает все. Во всех, чтобы вам дали или тому какому-то человеку, вот этому непонятному, дали кредит какой-то или вообще что-то он от вас мог продать, везде будут требовать вашего личного присутствия. Вот личного вашего присутствия владельца этой квартиры или человека, который якобы просит этот кредит или займ или что-то такое. Так что не переживайте. Да, и они, более того, чтобы получить кредит, они будут спрашивать очень много вопросов насчет вашей жизни, семья, если вы замуж. Тем более, если ее самой нету. Если этот человек подставной приходит и говорит, что вот она хочет взять кредит, я возьму деньги. Это вообще не... Это уже больше чем 30-40 лет не существует в Испании, такого невозможно.
Ясно. Андрей Баиров задает. Здравствуйте, моя жена и ребенок получили вторую резиденцию без права на работу на 2 года. Весной я тоже хочу подать на 1-й год. Будут ли вопросы, когда я покажу остаток на нашем совместном счете в банке, который они показывали ранее? Они уже предоставляли этот счет. Если он будет новый член в семье, переехать в Испанию, будут требовать около 6 тысяч евро больше в год доход для него, да, дополнительный. Да. Но он будет показывать тот же счет, счет, который они уже показывали. Окей, если там если в этой первый счет остаток был минимальный только для жена и сын, это недостаточно для третий член, муж, надо добавить там около 6 тысяч. То есть там должно быть больше денег, соответственно. Не важно, что тот же счет, не важно, но денег должно быть, соответственно, больше. И он должен тоже застраховаться. И страховка обязательно. Страховка иметь. Ну, это само собой понятно, страховка.